Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня будем импровизировать, а интереснее всего работать с материалом, который не боишься испортить. Самый простой – это кромки. Обычно их отрезают и выкидывают, но они очень красивые и декоративные. Для работы приготовим квадраты из клеевого флизелина размером 15 на 15 сантиметров. Расчертим их на полоски под углом 45 градусов. Это вспомогательные линии. Они позволят нам шить ровно. Нашиваем на сторону с клеем. Сначала закроем угол кусочком ткани, затем продолжаем работу кромками. У кромок один край плотный, обработанный. Именно по нему прокладываем строчку. Шьем сразу несколько деталей гирляндой. Мы не знаем, какой именно кусочек кромки нам подвернется под руку. Стараемся чередовать светлая, темная ткань. Кромки узкие, и узор складывается из чередования полосок. Когда все заготовки полностью заполнены, тщательно проутюживаем их с паром. Вот она, вся прелесть работы с клеевым флизелином. Детали получаются плотные и крепкие. На следующем этапе работы детали тщательно промеряем, подравниваем и отрезаем лишнюю ткань. Затем готовим сэндвич. Ткань для обратной стороны, синтепон, красивая лоскутная часть. Ткань для обратной стороны выкраиваем размером 20 на 20 сантиметров. Стежку выполняем квадратами, прошиваем фигурной строчкой. За границы лоскутной части не выходим. Мы специально по краям оставляли такой широкий припуск. Сейчас мы его дважды подогнем и прошьем на швейной машинке.
Получились у нас очень интересные заготовки. 4 детали, полосатые, из кромок, и одна с обеих сторон одинаковая. Все заготовки надо соединить между собой в длинную ленту. Детали толстенькие, сшивать их будем вручную, иголкой с ниткой. Получается очень интересная конструкция. Продолжим собирать дальше. Когда все швы прошиты, выворачиваем получившуюся коробочку. Все швы и сгибы надо тщательно проутюжить с паром. Синтепон после утюга становится плотным и твердым, и вся коробочка хорошо держит форму. И получилась у нас очень интересная коробочка для хранения. Для хранения чего? Всего что угодно. Скажу честно, я не знаю. Когда я шью такие интерьерные декоративные коробочки и корзиночки, тут же появляются люди с горящими глазами, которые так умильно смотрят на мои поделки и начинают говорить про золотые руки. Эх, сердце у меня доброе. Кстати, если руки золотые, то неважно, из какого места они растут. Девочки, дорогие, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно поделитесь этим видео во всех соцсетях. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.